В этом видео мы рассмотрим возможности для работы с сеточными плотностными и магнитными моделями, а также опции, связанные с решением прямой и обратной задачи гравиразведки и магниторазведки для сеточных моделей. Создадим пустой проект и сразу импортируем наблюденные аномалии гравитационного поля и магнитного поля, компоненты дельта-Т. Также при загрузке магнитного поля введем параметры нормального поля, но их, опять же, можно будет и потом поменять. Теперь для того, чтобы перейти к процессу моделирования, необходимо создать сеточные модели. Отмечу также, что наличие наблюденных полей – это не обязательное условие, то есть вы можете работать с сеточными моделями и без наблюденных полей, то есть вы можете создать сеточную модель и решать для нее прямую задачу, но не делать подбор под наблюденное поле. Сеточные модели в GraphMapping 2D можно создать двумя способами, помимо загрузки из файла. То есть, как мы рассматривали ранее, можно загрузить сеточные модели из файла, но помимо этого еще есть два способа. Первый – это создать пустую сеточную модель, второй – это сконвертировать блочную модель в сеточную. Создадим пустую, плотностную и магнитную модель. Для этого правой кнопкой мыши нажимаем по соответствующей сеточной модели из дерева проекта и выбираем пункт «Создать». Далее появляется окно, в котором нужно указать параметры разбиения сеточной модели. Минимальные и максимальные координаты по двум осям и шаг. Укажем некоторые значения. И после нажатия «Ок» появляется сеточная модель плотности, заполненная нулевыми значениями. Аналогично можно создать модель намагниченности. Вместе с намагниченностью также создаются сеточные модели наклонения и склонения, которые заполнены значениями с нормального поля. Как я уже говорил ранее, сеточную модель также можно создать из блочной модели. Для этого импортируем блочную модель, импортируем ее из границ. И теперь зададим некоторые значения плотности и намагниченности каждому слою. Проще это будет сделать через таблицу. Верхний слой будет иметь плотность 2 грамма на сантиметр в кубе, средний 2,3 и последний слой 2,5 грамма на сантиметр в кубе. По намагниченности все слои будут заполнены нулями, кроме центрального. У центрального слоя индуцированная намагниченность будет равна 1 ампер на метр. Вот. Теперь для того, чтобы сконвертировать блочную модель в сеточную, мы можем выбрать пункт «Модель», блоки, конвертировать в грид. И далее указываем параметры разбиения. Вот. Программа автоматически заменяет плотностную и магнитную сеточную модель, и также склонение и наклонение заполняет по значениям, которые вычисляются, исходя из индуцированной остаточной намагниченности блоков. Теперь для того, чтобы решить прямую задачу, необходимо проверить, правильно ли выставлены настройки прямой задачи, то есть на правильной ли поверхности решается прямая задача. Если загружен рельеф, здесь может быть выбор между константой и рельефом. И задана ли правильная высота расчета, если мы решаем прямую задачу на константной высоте. Мы можем поменять сейчас высоту расчета на 100 метров, и тогда прямая задача будет решаться на высоте 100 метров над нулевой отметкой. Рассчитаем гравитационный эффект и магнитный эффект сеточной модели. Это можно сделать либо через соответствующие кнопки на панели инструментов, либо через вкладку «Прямую задачу», «Гравиразведка» и «Магниторазведка». Вот мы можем увидеть рассчитанные поля, и для магнитного поля пока отключим компоненты ΔX и ΔZ, поскольку мы в качестве наблюденного поля работаем с компонентой ΔT. Теперь можем приступить к процессу подбора, поскольку мы по графикам видим, что наблюденные и рассчитанные поля не совпадают. Невязка подписывается внизу окна программы, и сейчас мы можем увидеть, что количество точек в рассчитанном и наблюденном поле не совпадает. Если в программу не загружен рельеф, то решение прямой задачи для сеточной модели происходит в узлах сетки грида. То есть получается у нас
Сеточная модель разбита на 376 ячеек по горизонтали, и в этих же координатах происходит вычисление прямой задачи. Для того, чтобы мы могли увидеть невязку, нам нужно наблюденное и рассчитанное поле привести к одинаковым размерам. Это можно сделать через вкладку «Редактировать», наблюденное поле интерполировать. И здесь можно интерполировать либо все наблюденные загруженные поля, либо по отдельности гравитационное и магнитное поле. Вот. Если мы проинтерполируем наблюденные поля, то теперь мы можем увидеть, что невязка подписывается, и мы можем продолжать работу с моделями. Сеточные модели можно подбирать как вручную, так и автоматически. Ручной подбор реализован путем редакции гридов. Включить режим редактирования можно с помощью вкладки «Модель», «Грид», «Редактировать». И также на панели инструментов есть соответствующая кнопка. Когда активируется режим редактирования грида, то чуть ниже появляется возможность для ввода значения плотности или намагниченности, ну или того параметра, который редактируется, и также некоторой ширины окна. Пока что ширина окна не активна, мы можем ввести только значение плотности. Например, мы можем ввести значение плотности 2,3 грамма на сантиметр в кубе. И теперь, когда мы переместимся на окно с моделью, мы видим курсор, похожий на прицел. При зажатии левой кнопки мыши и проведении курсора происходит редактирование сеточной модели. При этом ячейки, попадающие в центр окружности, точнее в пределы окружности, они будут заменяться тем значением, которое мы ввели ранее. Действие можно отменить с помощью сочетания клавиш Ctrl-Z. А размер курсора также можно редактировать. Размер окружности можно увеличивать, если увести за пределы окна с моделью курсор и прокрутить колесо мыши. Либо, если мы находимся над моделью, можно также использовать клавиши плюс и минус на клавиатуре. Вот. Мы можем редактировать модель и заполнять константными значениями, которые мы указали при редактировании. Для того, чтобы выйти из режима редактирования, надо нажать Escape, либо еще раз нажать на вот эту кнопку, которая запускает режим редактирования. Вот если мы пересчитаем поле, то мы увидим, что поле поменялось, но пока что мы сделали только хуже. Отменим действие и посмотрим еще некоторые возможности для ручного редактирования. Помимо заполнения константными значениями, также можно добавлять некоторые добавочные значения свойства к текущему разрезу. Для этого необходимо нажать соседнюю с режимом редактирования кнопку, и теперь у нас активируется поле для ввода ширины окна. Поскольку мы будем рисовать добавочные плотности, то мы поменяем значение на немного поменьше, и ширина окна она будет регулировать степень затухания добавочной плотности от центра курсора. То есть если мы будем проводить курсором, то плотность будет добавляться не константным значением по всему курсору, а будет убывать от центра курсора. В середине курсора будет то значение, которое мы ввели, то есть 0,1, и постепенно они будут убывать к нулю по гауссовой функции к границам окружности. И ширина окна регулирует степень этого затухания относительно размера окна. Если мы укажем большую ширину окна, то мы, по сути, получим тоже заполнение константой. Если же мы укажем, наоборот, малое значение ширины окна, то мы получим очень узкую полосу и очень быстро затухающее изменение плотности. Для примера укажу большое значение добавочной плотности, чтобы было лучше видно, как происходит изменение свойств от центра курсора. То есть мы можем увидеть, что добавочное значение гладко убывает от центра курсора к его границам. При этом свойства добавляются к слою, то есть не происходит заполнение константой, а именно происходит прибавление. Также при рисовке сеточной модели вы можете ее сглаживать. Для этого необходимо активировать кнопку сглаживания. И теперь, когда вы проводите курсором мыши, происходит сглаживание тех ячеек, которые попадают в пределы курсора. Сглаживание также происходит по гауссовой функции, и ширину фильтра можно опять же задавать во вкладке ширины окна.
Вот, данные опции можно использовать для ручного подбора плотностных и магнитных сеточных моделей, но, конечно же, в программе имеются возможности и для автоматического подбора. Давайте рассмотрим, какие возможности здесь имеются. Для наглядности попробуем начать с пустых плотностных и магнитных моделей. Для этого обнулим их. Можем пересчитать прямую задачу и убедиться, что сейчас мы работаем с константными моделями. И запустим процесс решения обратной задачи. Для этого активируем соответствующую кнопку в меню «Обратная задача». Для начала попробуем подобрать плотностную модель. При запуске решения обратной задачи появляется окно с параметрами решения обратной задачи. Рассмотрим все эти параметры. В верхней части окна можно выбрать тип распределения плотности или намагниченности, которые требуется подбирать. Есть три варианта. Это произвольная, то есть меняющаяся в любом направлении, латеральная, то есть меняющаяся в пределах слоев по горизонтали, но не меняющаяся по вертикали, и константы. Этот пункт актуален для работы с блочными моделями и не актуален при работе с сеточными моделями. Далее, в основных настройках инверсии можно выбрать количество итераций, то есть количество шагов, которые будут сделаны при подборе. Глубинный индекс – это параметр, который регулирует степень чувствительности алгоритма решения обратной задачи глубоким ячейкам. Чем больше значение глубинного индекса, тем глубже будут привязываться неоднородности в процессе подбора. Соответственно, нулевому или отрицательным значениям глубинного индекса, наоборот, будет соответствовать прижимание неоднородности к верхней части разреза. И также знак плотности, если вы работаете с избыточными плотностями, этот блок может быть актуален, потому что здесь можно указать, что, например, избыточная плотность, ну, точнее, подбираемая плотность должна быть только положительной или только отрицательной, или любой, то есть может быть как положительной, так и отрицательной. Также есть вкладка с учетом априорных данных. Здесь есть пункт, с помощью которого можно включать или отключать использование загруженного регуляризатора, но сейчас он у нас не загружен, поэтому данная кнопка не активна. Чуть позже рассмотрим, как можно использовать априорные данные. И также есть дополнительные параметры. Есть параметр масштаб шага, с помощью которого можно замедлять процесс подбора. Например, если вы хотите распределить неоднородности по разрезу, но уже за одну итерацию, даже в самом глубоком слое, вы подбираете распределение такое, которое описывает уже полностью все поле, вы можете указать масштаб шага поменьше, и таким образом вы уменьшите изменения модели при каждом шаге решения обратной задачи. Также можно выбрать, по какому типу поля подбирать, по полному или по остаточному. Сглаживание выбирается в случае, если вы работаете с подбором латерального распределения плотности, то есть происходит горизонтальное сглаживание. Ширина фильтра также актуальна, если вы работаете со сглаживанием. Подбор внутри блоков. Опция используется, если вы хотите осуществлять подбор только в пределах тел блочной модели. Например, если у вас есть несколько изолированных блоков и между ними есть пустоты, если вы не хотите делать подбор в этих пустотах, вы можете активировать эту опцию, и подбор будет производиться только внутри тел. Также далее идет опция линии центров масс. Мы ее рассмотрим чуть позже, но она нужна для того, чтобы использовать или не использовать линии центров масс, которые привязаны к блокам. Ширина полосы актуальна как раз для линий центров масс. И также можно ограничить значение плотности. Например, можно указать, что плотность должна быть от 0 до 0,2. Сейчас мы работаем с избыточными плотностями, поэтому мы можем ограничить интервал. Если вы с какой-то стороны не хотите ограничивать значение плотности, то вы можете поставить знак звездочки, либо заведомо большое значение, ну или маленькое, если это ограничение по минимальной плотности. Так, запускаем процесс подбора. И мы видим, что подбирается сеточная модель, поле которой уже достаточно слабо отклоняется от наблюденного. Но если мы еще раз запустим процесс подбора, то невестка станет еще меньше. Вот. Ну и теперь давайте рассмотрим влияние параметров решения обратной задачи на результат. Мы можем сохранить текущий результат в разрезе, чтобы его не потерять. Теперь обнулить плотность и, например, попробуем решить обратную задачу с глубинным индексом равным нулю.
И теперь мы видим, что неоднородности концентрируются в верхней части разреза. То есть с помощью глубинного индекса вы можете заставлять программу подбирать неоднородности как можно глубже, если у вас нет никаких априорных данных. Аналогично можем рассмотреть результат решения обратной задачи магниторазведки. В магниторазведке параметры абсолютно те же самые, только добавляется возможность выбора компоненты поля, по которой делается подбор. Но поскольку у нас сейчас есть только компоненты дельта-Т, другие компоненты выбирать нет смысла. И также, если вы работаете с блочной моделью, можно выбирать тип подбираемой намагниченности. Но при работе с сеточными моделями можно подбирать только модуль полного вектора намагниченности. Выставим глубинный индекс равный единице и попробуем подобрать магнитную модель. Вот. Мы можем увидеть, что у нас возникла некоторая область с константными значениями намагниченности. Это возникает из-за того, что параметры, которые мы указывали при подборе плотностной модели, также по умолчанию задались для магнитной модели. То есть у нас стоит ограничение намагниченности 0,2 ампер на метр. Теперь перейдем к особенностям, связанным с учетом априорных данных. Для начала мы сконвертируем снова модель блочную в сеточную. Чтобы использовать ее в качестве стартовой модели. Вот это делать не обязательно, то есть вы также можете учитывать априорные данные и при работе с нулевыми моделями. Итак, для начала при процессе решения обратной задачи можно фиксировать области. То есть вы можете зафиксировать блоки, в пределах которых вы не хотите менять модель. Например, если вы не хотите, чтобы модель менялась в пределах верхнего и нижнего слоя, вы можете их зафиксировать с помощью нажатия правой кнопкой мыши и выбора пункта «Фиксировать». Также это можно сделать через таблицу, которая открывается сочетанием клавиш Ctrl-T, либо через меню блоки, модель блоки, таблица. Теперь, если мы запустим решение обратной задачи, для начала пересчитаем прямую, и теперь, если мы запустим решение обратной задачи, то изменения будут происходить только в центральном слое. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Никаких изменений не произошло, потому что при запуске мы ограничили плотность значениями от 0 до 0,2. Перезапускаем процесс подбора, и теперь уже модель меняется. И мы видим, что в центральном слое возникают некоторые неоднородности, в верхнем и нижнем слое ничего не поменялось. Для наглядности можем даже поменять пределы значений на шкале, чтобы лучше видеть неоднородности в центральном слое. Аналогично можно сделать и для магнитной модели. То есть мы можем запустить подбор и увидеть, что изменения будут происходить только в центральном слое. Помимо фиксации областей, также при решении обратной задачи можно привязывать неоднородности к определенным областям разреза. Для этого я отменю те изменения, которые были выполнены, и вернусь к стартовым моделям. Пересчитаем прямую задачу, убедимся, что действительно модели, их поле соответствует тому, которое было в начале. Для того, чтобы привязать наибольшие изменения к некоторым областям разреза, в программе есть два инструмента. Это регуляризатор и линии центров масс. Регуляризатор – это некоторая сеточная модель, которая указывает области, в которых модель можно и нужно менять сильнее, и области, в которых модель лучше не менять. Регуляризатор импортируется из grid-файлов, то есть из таких же файлов, из которых можно импортировать сеточную модель. И он обязательно должен иметь те же параметры разбиения, что и подбираемая модель. Итак, мы импортировали регуляризатор, и мы видим, что здесь есть области с нулевыми значениями и области со значениями, близкими к единице. Собственно, области со значениями регуляризатора, близкими к единице, это области, в которых должен происходить приоритетный подбор. Если где-то регуляризатор равен нулю, то эта область меняться не будет. Мы можем даже сейчас снять фиксацию с блоков
чтобы блоки не ограничивали области подбора. И теперь при подборе будем использовать регуляризатор. Запустим решение обратной задачи грави-разведки и убедимся, что во вкладке учета приорных данных стоит галочка на загруженном регуляризаторе. Запускаем процесс подбора и видим, что наибольшие изменения происходят именно в тех областях, в которых были наибольшие значения на регуляризаторе. Аналогично можем сделать и с намагниченностью. Также проверим, что учет регуляризатора включен. Проверим остальные параметры инверсии и запускаем процесс подбора. Вот. Ну и также можем увидеть, что наибольшие изменения происходят в тех областях, которые задает регуляризатор. Также можно использовать фиксацию по блокам совместно с регуляризатором, то есть мы можем зафиксировать блоки и использовать еще регуляризатор. То есть в фиксированных блоках не будут происходить изменения, даже если регуляризатор этого требует. И, соответственно, изменения будут происходить там, где регуляризатор имеет большие значения, и в тех слоях, которые не фиксированы. Вот. Ну и мы видим, что действительно изменения происходят там, где регуляризатор имеет большие значения, и в тех слоях, которые не фиксированы. Отменим это действие и рассмотрим еще один инструмент, который доступен в программе. Это линии центров масс. Для этого переключимся на блочную модель, поскольку линии центров масс привязываются к блокам. Вы можете задать произвольную линию, произвольную кривую, вдоль которой будет происходить концентрация центров масс неоднородности. Для того, чтобы добавить линию центров масс, нужно нажать правой кнопкой по блоку и выбрать пункт «Задать центры масс». Теперь курсор меняется на крест, и нажатиями левой кнопки мыши вы можете нарисовать линию центров масс, вдоль которой будут концентрироваться наибольшие изменения. Если вы завершите рисовку линии центров масс, не доходя до границы слоя, то есть до конца слоя, дальше влево и вправо уже будет происходить экстраполяция по последнему значению. Переключимся на сеточную модель плотности, отменим изменения плотностной модели и запустим подбор с учетом линий центров масс. Для этого нужно убедиться, что включен учет линий центров масс, и ширина полосы задает ширину области изменений относительно мощности слоя. Соответственно, на расстоянии 0,2 от линии центров масс от мощности слоя будет происходить снижение чувствительности в 2 раза по гауссовой функции. Запускаем процесс подбора. Поскольку у нас сейчас происходило еще использование совместно с регуляризатором, то, опять же, неоднородности привязались к областям, где регуляризатор имел большие значения. Если вы используете линии центров масс совместно с регуляризатором, то можно считать, что происходит как будто произведение двух регуляризаторов. Поэтому могут происходить ситуации, когда вы используете регуляризатор, и неоднородности не привязываются к линии центров масс. Если мы отключим загруженный регуляризатор и будем использовать только линии центров масс, то теперь наибольшие изменения будут происходить вблизи линий центров масс, если они имеются. Мы можем сконцентрировать внимание на центральном слое, задать значение плотности от 2,25 до 2, например, 35. И можно сейчас увидеть, что действительно наибольшие изменения происходят вдоль этой линии. Для того, чтобы еще точнее оценить изменения, мы можем открыть вкладку со статистикой и увидеть минимальное и максимальное значение плотности в центральном слое 2,29 и 2,31. Соответственно, если мы зададим такие значения вручную, с небольшим запасом, то мы можем увидеть, что действительно вот неоднородности сконцентрировались у этой линии центров масс. Если мы отменим эти изменения и попробуем выставить линию центров масс по ширину полосы поменьше, то неоднородности будут ближе прижиматься к этой линии. В остальных слоях также сейчас происходят изменения, поскольку мы сняли фиксацию со слоев.
И можно увидеть, что, например, в верхнем слое никакие линии центров масс не учитываются, и просто происходит привязка неоднородности как можно глубже, потому что стоит значение глубинного индекса равного единице. Так, теперь рассмотрим возможности для подбора латерального распределения плотности и намагниченности. Для этого заново сконвертируем сеточную модель в блочную, чтобы вернуться к исходным значениям. Можем удалить линию центров масс, чтобы она нам не мешала. И теперь также при подборе латерального распределения плотности и намагниченности можно зафиксировать слои, но это не обязательно. И для того, чтобы запустить процесс подбора, мы выбираем тип свойства латеральное и запускаем процесс подбора. Вот. И дальше можно увидеть, что происходит изменение в центральном слое, как мы и указали. Если мы поставим некоторые ограничения на цветовую шкалу, то мы можем уже более отчетливо увидеть, что действительно свойство меняется только по вертикали. Аналогично мы можем сделать с намагниченностью, с подбора латерального распределения свойств. И видим, что действительно от кровли до подошвы намагниченность не меняется, но при этом по горизонтали в пределах этого слоя изменения происходят. Также при подборе латерального распределения свойств вы можете использовать сглаживание и указать ширину фильтра в метрах. И теперь, когда мы указали ширину фильтра, будет происходить сглаживание модели по горизонтали, и вы можете получить более гладкое латеральное распределение, но при этом, возможно, не сразу получится достаточно хорошо минимизировать невязку. Вот. Но если уменьшить ширину фильтра, то вы можете получить уже результаты получше. На этом данное видео завершается, и в следующих видео мы рассмотрим еще некоторые возможности, которые доступны в программном обеспечении GraphMac Inc. 2D.